Всем привет, друзья! Сегодня я готовлю хлеб на ржаной закваске. Хочу поделиться с вами этим простым рецептом. Сразу хочу сказать, что процесс занимает немного вашего времени, хотя его спокойно можно регулировать под себя. Но результат, поверьте, того стоит. Готовлю я хлеб сегодня вот на этой ржаной закваске. Она достаточно сильная, хранится у меня в холодильнике. Я кормлю ее по графику. Ну и понятно. Когда я ей пользуюсь, то подкармливаю перед выпечкой закваску и использую. А как вырастить такую ржаную закваску, а также пшеничную 100% влажности или закваску Левито Мадре, ссылки на рецепты я оставлю в описании под видео. Все рецепты есть у меня на канале. А также, если вам нужны уже готовые закваски, можете заказать их у меня. К закваскам даю инструкции, ссылку на заказ также оставлю в описании под видео. Для выпечки этого хлеба нам понадобится вот такой казан. Кладем хлеб внутрь, накрываем крышкой и выпекаем. А если у вас нет казана, то можно выпекать просто на таком противне. Накрываем сверху любой металлической миской или кастрюлей, подходящей под размер хлеба, накрыв хлеб сверху на противне. Делается это для того, чтобы создать под крышкой эффект паровой бани. Это придает хлебу такую хорошую хрустящую корочку, но если уже совсем ничего нет, то хлеб можно печь и без казанов, кастрюль и мисок, просто на противне. Ставьте горячую воду на дно духовки, она и будет создавать вам пар. Также, если у вас нет вот такой корзинки для расстойки хлеба, я очень советую вам ее приобрести. Если вы печете хлеб, то такая корзинка отличная вещь. А если у вас ее еще нет, то возьмите обычную миску, застелите полотенцем, сверху полотенца нужно будет присыпать немного мукой. Опять же, я всегда присыпаю той мукой, на которой пеку хлеб, а вы для удобства можете купить и присыпать рисовой мукой. Она не прилипает. Дело в том, что рисовая мука не впитывается в хлеб. И хлеб не прилипает к вашей посуде, полотенцу или вот такой корзинке. Посмотрите, какая пористая закваска. Вот такой миске я буду замешивать тесто вручную. Значит, что я делаю? Беру эту ржаную закваску, когда она выросла, кормила я ее утром, и сейчас она как раз уже на пике. Отсюда возьму 50 грамм этой закваски. Добавляю к ней 50 грамм воды комнатной температуры и еще 50 грамм белой муки. То есть пропорция у нас 1:1:1, равные части. Закваска, вода и мука. Все хорошенько размешиваю. Размешивать нужно тщательно, чтобы не оставалось комочков. Теперь оставляю нашу опару примерно на 2-3 часа, чтобы она активировалась и начала уверенно подниматься. Друзья, у меня закваска ржаная, но вы можете взять любую. Та, которая у вас есть. Так, размешал, накрываю и оставляю при комнатной температуре. У меня на кухне сегодня 23 градуса. Как я уже и говорил, на 2-3 часа. Прошло 2,5 часа. Вот видите пузырьки. Все хорошо булькает. Закваска отлично активировалась. Начинаем замешивать тесто. Сюда я просеиваю 500 грамм белой пшеничной муки. У моей муки содержание белка 11,5%. Хотя на практике мука с белком 10,3% тоже отлично работает. Наливаю воду комнатной температуры. Если хотите, чтобы тесто бродило быстрее, подогрейте воду, но не выше 30 градусов. А если нужно вам замедлить процесс, возьмите холодную воду. Подстраивайте процесс под свои нужды. Во всех случаях тесто будет бродить, но разница лишь только во времени. Далее добавляю 10 грамм соли, это 1,5 чайной ложки. Начинаем замес. Сначала замешиваю деревянной ложкой, пока тесто впитает воду, а далее буду месить руками. Минут 10-12 до гладкости. А для тех, кто спросит, можно ли сделать такой хлеб из чисто ржаной муки? Сразу скажу, именно такой не получится. Чисто ржаной хлеб, он плотный и мелкопористый. Чтобы он был пышным, нужно добавлять пшеничную муку, ну хотя бы 50/50. Я сегодня пеку из чисто пшеничной, но на ржаной закваске. Это ответ тем, кто спрашивает меня часто в комментариях, а можно ли на ржаной закваске приготовить пшеничный хлеб? Скажу, что можно и даже нужно. А если вы в процессе используете тестомес, то не включайте высокие обороты, чтобы не перегреть сильно тесто. А по времени понадобится примерно 7-8 минут. Но это все, конечно, условно. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Тесто можно оставить прямо в миске, но я переложу прозрачный вот такой контейнер. Так удобнее наблюдать за тестом, как оно подходит и насколько вырастает. Видно пузырьки воздуха. Закрываю крышкой, чтобы не заветривалось, и оставляю при комнатной температуре на 2 часа на брожение. Так, друзья, прошло 2 часа, а если быть точным, 2:10. Посмотрим на тесто. Отлично. Нам нужно сделать теперь первое сложение теста. Я заранее приготовил уже воду и вам советую это сделать. Смачиваю руку водой, чтобы тесто не сильно липло, и далее по кругу аккуратно вытягиваю тесто вверх и слаживаю. Оно отлично тянется. Складываю тесто таким образом по кругу несколько раз, до тех пор, пока не почувствуете натяжение в тесте. Как только тесто станет более упругим, это сигнал «стоп». Достаточно.
Складываем аккуратно, чтобы не порвать тесто. Далее округляем тесто в шар, тем самым увеличивая еще больше натяжение теста и оставляем его на 30 минут при комнатной температуре. Всего таких складываний мы будем делать 4, с перерывом каждое в 30 минут. Так, друзья, прошло еще полчаса, складываем тесто снова, это второй раз. Третье складывание я вам показывать не буду, но вы обязательно его сделаете, а четвертое уже покажу. Так как третье точно такое же, как и второе, опять вытягиваем тесто, обратите внимание, тесто более эластичное, практически не липнет. Стало намного мягче, и с каждым разом оно все мягче и мягче. Так, все, достаточно. Возвращаемся после третьего складывания через полчаса. Последнее, четвертое складывание. Тесто отлично бродит. Напомню, температура у меня на кухне 23 градуса. Если у вас выше, то процессы идут быстрее. Будьте внимательны. Складываем тесто точно так же, как и в предыдущий раз. Тесто уже мягкое и воздушное. Я думаю, вам это видно. Смотрите, я складываю тесто 4 раза. Это для того, чтобы мякиш в хлебе был более равномерным. Можно и 3 раза, но из практики 4 раза лучше. Хлеб становится еще мягче, тесто шикарное. Так, вот сейчас тесто уже, видите, очень мало тянется. Вот на этом месте достаточно складывать. Скручиваю тесто еще немного, создавая натяжку. Если вы тесто оставляете на холодную расстойку, то лучше всего начинать замес хлеба после обеда, чтобы на следующий день с утра уже печь хлеб. Оставляем последний раз на полчаса. Так, все готово, прошло 2 часа, присыпаю корзинку мукой, чтобы тесто не прилипало, пока тесто будет стоять на холодном брожении, и отправляю тесто в холодильник на 12, а может на 14 часов, тут уже как у меня будет получаться по времени завтра. Также присыпаю стол мукой и перекладываю тесто на стол. Посмотрите еще раз. Тесто отлично отходит от стенок. Дальше что я делаю? Растягиваю немножко теста со всех сторон. Складываю с двух сторон, накладывая края друг на друга и аккуратно скручиваю в рулет с легкой натяжкой. Сильно не давим, чтобы газы, образовавшиеся в тесте, остались на месте. Дальше собираем тесто в шар круговыми движениями с небольшим напряжением. Собираем в такой тугой ком. Тем самым создаем дополнительное напряжение в тесте. Посмотрите, какие пузыри. Накрываем тесто и оставляем, чтобы оно расслабилось еще на 30 минут. Прошло 30 минут, присыпаю тесто немного мукой, переворачиваю верхом вниз, складываю края внахлёст друг на друга, не растягивая, как в прошлый раз. Аккуратненько, чтобы не выпустить воздух. Посмотрите, какие пузыри на тесте. Скручиваю далее тесто в рулет. Защипываю края и перекладываю тесто в корзинку для расстойки. В корзинке, если нужно, подправьте еще раз шов. Присыпаю немного мукой, чтобы тесто не прилипло к пленке. Накрываю пищевой пленкой и защипываю края резинкой. Отправляю на холодную расстойку в холодильник на 12-14 часов. Но не меньше, чем на 8 часов для лучшего результата. В холодильнике у меня температура 5 градусов. Так, прошло 14 часов. Достал хлеб из холодильника. Тесто заметно подросло. Снимаю пленку, разогреваю казан в духовке до 250 градусов, присыпаю немного хлеб мукой, совсем чуть-чуть. Перекладываю хлеб на пергаментную бумагу, тесто хорошо выходит из корзинки, немножко стряхиваю лишнюю муку. С помощью лезвия делаю надрез по всему хлебу, под углом где-то 45 градусов. Сильно надрез не углубляйте, еще раз подрезаю. Можно сделать еще несколько надрезов сбоку на хлебе. Перекладываю хлеб в разогретый казан, можно, как я, сбрызнуть хлеб немного водой. Накрываю крышкой для создания паровой бани и отправляю в разогретую духовку до 250 градусов на 25 минут. Далее снимаю крышку, понижаю температуру до 200 градусов и выпекаю еще так 20-25 минут. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Достаю хлеб из духовки, оставляю на решетке остыть. Посмотрите, какой замечательный хлеб. И главное, без каких-либо добавок и не нужно химии. Вода, мука и соль. Друзья, напишите, как вам рецепт. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь, а также можете поддержать канал финансово и стать его спонсором. Кнопка спонсорства есть под каждым видео.